Михайловна Лисина, мне 76 лет. Я автор петиции «Установите в залах музея больше мест для того, чтобы престарелые люди и инвалиды могли отдохнуть». Меня зовут Стюарт Ева Александровна, я создатель петиции в поддержку детей, больных эпилепсией, чтобы у них были все лекарства, в том числе и зарегистрированы в Российской Федерации. Меня зовут Алена Попова, я предприниматель, общественный деятель. Петиция называется «Госдума требует принять закон о защите от домашнего насилия». Меня зовут Горбунова Юлия. Моя петиция называется «Прекратите отказы в инвалидности детям с расщелинами губы и неба». Меня зовут Галина Негодина, я из Санкт-Петербурга. Моя петиция называется «Достать всех пострадавших на шахте «Северная» живых и погибших». Поводом для обращения послужило то, что мы с моей подругой пошли на выставку в отдел личных коллекций музея изобразительных искусств имени Пушкина и обнаружили, что не оказалось ни одного места, где можно было бы присесть и отдохнуть в течение 2 часов, которые мы посвятили осмотру этой выставки. Я увидела, что на сайте Change.org очень много подобных петиций, и они работают, и было принято решение разместить нашу петицию там. Это решение я приняла, узнав о принятии закона, который ограничивает ввоз этих препаратов, не зарегистрированных на территории Российской Федерации. Поняла, что очень много и детей, инвалидов, и взрослых людей с эпилепсией останутся без лекарств. Такая у нас ситуация, что если ты стала жертвой домашнего боксера, ты должна сама пойти написать заявление, нанять адвоката, доказывать это в суде. Это так называемая сфера частного обвинения. Мы бьемся за то, чтобы был отдельный закон, в котором все это будет публичным обвинением, где не сама жертва занимается доказательством того, что ее избивали, а ее защищают, где она не боится этого делать. И мы бьемся за то, чтобы этот закон защищал жертву охранным ордером, чтобы насильник к ней не мог подойти и приблизиться, то, как сейчас действует это в Беларуси. А сейчас закон внесен в Государственную Думу, и мы все ждем, когда же он у нас будет вынесен на обсуждение. Тогда я вспомнила про Change.org и разместила петицию на платформе. И после этого обратилась к своим друзьям, и они обратились к своим друзьям. Образовалась такая цепочка. Я разместила ссылки на нее на специализированных форумах, где общаются родители таких детей, а также ссылки в своих соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке. Петицию подписало 115 000 человек, и наши требования были услышаны. Руководство шахты заявило о том, что оно достанет всех погибших шахтеров и передаст их тела родственникам. После наших петиций к ним выехал председатель Следственного комитета. Руководство шахты работает с ними и предложило увеличить компенсационные выплаты. Когда петиция была послана в музей, я получила ответ оттуда. Мне обещали увеличить количество мест для отдыха и в ходе реконструкции музея предусмотреть эти места для вот такой категории граждан, как я. Я поняла, что это работает, что на петицию обращают внимание представители не только СМИ, но и также представители Совета Федерации, которые инициировали процесс изменения в законодательстве. Сейчас законодательство изменили, но отказы в инвалидности детям продолжаются. Я буду бороться дальше. А что бы вы могли изменить? А что вы могли бы изменить?